На зимнем море в России может быть жарко и даже на побережьях Балтики, а именно в футуристичном Nordic Spa, построенном норвежскими дизайнерами. Здесь мы купались в море в декабре, и даже если у этого побережья будет шторм, на контрасте с силой стихии впечатления от этого места будут только ярче. Как сюда попасть и сколько это будет стоить? Смотри это видео до конца, и я тебе обо всем расскажу. Ты на канале «Выходные без границ», и с тобой Даша Ивановская. На территории Nordic Spa находится здание ресепшн, сауна и комната отдыха с панорамными окнами, домики для проживания и дровяные купели на берегу. Это камерный спа-комплекс и настоящая прививка эстетики. Мы приехали в Nordic Spa, это северный спа у моря, на пляже Янтарный. Кстати, это один из лучших пляжей нашей страны. И я не могу поверить, но сейчас мне придется снять эту шубу, раздеться полностью и, может быть, даже искупаться в море. Посмотрим, если у меня хватит на это духу. Мы были среди первых посетителей спа, то есть уже в 8 утра для нас заварились горячие купели на берегу. И надо сказать, в это время в декабре было еще темно, но тем даже романтичнее. Мы смотрели, как потихоньку рассеивается утренний туман над морем, как если бы, сидя в ванной, мы всматривались в гигантское зеркало, запотевшее от горячей воды. Очень необычное чувство, вода очень горячая на самом деле. И меня все пугали, говорили в Калининграде, при том, что здесь влажность сильная, там, не знаю, в -1 уже будет чувствоваться как -10. На самом деле хочу сказать, что климат очень мягкий, особенно вот прям с Москвы приезжаешь и чувствуешь, насколько климат более мягкий и приятный. Принцип Nordic Spa в том, что все гости ходят просто в халатах на территории, да, то есть прям на улице от бани до бани. В халатах здесь не холодно, и особенно когда залезаешь в чан, действительно тебе так кайфово, и нет ощущения, что сейчас зима. Более того, больше всего рекомендуется приезжать в Nordic Spa именно осенью или зимой. Вода в купелях действительно очень горячая, и в ней даже сложно просидеть дольше 15 минут, и даже в декабре. Поэтому, хорошо прогревшись в чане или в сауне, идея пробежаться до моря, чтобы в нем окунуться, кажется не такой уж и страшной. И мы так и сделали, вместе с ребятами, с которыми здесь подружились. Вы смотрите, это же снег! Это снег и песок! На общем адреналине мы даже не сильно замерзли, и больше, кстати, морозило не море, а просто ужас какой ледяной песок. Вот по нему зимой ходить точно не стоит, лучше передвигаться только по деревянным дорожкам комплекса, и в этом принцип места – постоянный контраст температур и постоянное наслаждение Северным морем. Если приедете сюда, обязательно попробуйте согревающий чай с орехами, и слушая волны, ощутите, что вы пришли на свидание со стихией. Nordic Spa находится на Янтарном пляже. И, кстати, когда мы сюда ехали, разболтались с таксистом, и он рассказывал, что здесь даже в свое время, в 90-х, была своя золотая лихорадка, то есть до сих пор даже в песках можно найти песчинки янтаря, представляете? То есть это действительно янтарный песок. И дело в том, что янтарю от 20 до 100 миллионов лет. Это смола очень древних деревьев, и даже в некоторых частичках янтаря можно найти насекомых. Так вот здесь, недалеко от янтарного пляжа, находили немецкие шахты, полные янтаря, и организовывали даже свои группировки местные люди, да, чтобы, в общем, защищать свой куш. Nordic Spa – это проект норвежских дизайнеров, и здесь все здания выполнены из супернатуральных материалов, очень гармоничных к этой окружающей среде. На главном сайте проекта написано, что это другое море, и действительно ты так это и ощущаешь. Такое ощущение, что эти здания просто выросли здесь, как будто местные деревья, и то есть как будто они всегда здесь были. Даже вот так вот просто стоять здесь в -1,0 рядом с морем, рядом с которым лежит снег, на самом деле не так уж и холодно. Во-первых, достаточно теплый халат, и здесь концепция места, что все гости должны именно ходить в халатах, а не в своей одежде. И плюс от этих чанов еще идет вот этот пар, который тоже согревает, и кое-где стоят тоже печки. На самом деле, как бы так вот долго на улице тоже ты не находишься, то есть, в принципе, прыгаешь там из чана в сауну, из сауны в чан, кто-то даже добегает до моря, как и мы, и обратно. В общем, если вы приедете в Калининградскую область, заехать сюда часика так на 3, это будет просто действительно отличным решением.
Об окончании сеансов СПА сообщает гонг, в который бьет администратор комплекса, а дальше можно, например, отправиться отдохнуть в свое бунгало. В Nordic Spa скоро будет построено 10 гостевых домиков, но пока что к запуску готов только один, и нам повезло попасть в него, чтобы сделать обзор. Он, как и все строения комплекса, облицован сухой строганной сосной, словно выгоревшей на солнце. Основа дизайна дома – простая ясная форма и большое остекленение. Он создан для созерцания моря и гармоничного ощущения человека внутри, знаменитым норвежским архитектором Рейульфом Рамстедат. Это буквально эксклюзивчик, потому что нас пустили в бунгало от Nordic Spa, которое еще даже не до конца достроено. То есть вот здесь сделали полностью второй этаж, первый еще пока что строится. И, конечно, здесь просто бомбический вид, просто посмотрите. Вообще есть, конечно, свой кайф именно в северных морях, потому что когда ты рядом с ними находишься в тепле, то вот на этом контрасте получаешь невероятное ощущение. То есть, ну как вот всем нам нравится, да, например, когда сильный ливень идет, сидеть вот так вот где-нибудь в тепле, дома на подоконнике, смотреть в окно. Вот здесь то же самое, только намного мощнее впечатление, потому что это целое огромное Балтийское холодное море. Ты видишь даже полоску снега около волн. А сам находишься в таких вот очень экологичных, теплых домиках. Просто представьте, как здесь круто можно провести день. В спа, попить этого вкусного чая с орехами, потом просто прийти в свое бунгало, расслабиться, опустить здесь проектор, кстати говоря, можно посмотреть какое-то кино, а потом поднять экран и просто наслаждаться морем. Ну, невероятно сказочно. Отдельное внимание, конечно, нужно просто обратить здесь на дизайн зданий и самого бунгало, и самого спа, потому что здесь виден действительно норвежский стиль, и вообще дизайну уделялось отдельное внимание, и поэтому здесь настолько все это гармонично сочетается с атмосферой моря и непосредственно вот этого берега северного. Кстати говоря, весь спа-комплекс можно снять целиком. Здесь не будет никого, кроме вас, вашего вот этого прекрасного домика двухэтажного, вашего спа и такого приветливого персонала, который о вас позаботится. Кстати, в бунгало есть все необходимое: кухня, душ, камин, Wi-Fi, и здесь же подают завтрак. А янтарный окружающий домик не просто красивый пляж, но еще и единственный пляж России, отмеченный голубым флагом. Это означает, что он соответствует главным мировым стандартам по соблюдению норм безопасности, качеству воды, кристально чистого белого песка и благоустройства. И летом здесь, конечно, особенно кайфово. Работает пляжное кафе, самое ближайшее к Nordic Spa кафе Весла, проводится фестиваль «Янтарный пляж» и вовсю работают серфинг-школы. Более того, здесь же проходит чемпионат по серфингу. Ну и вишенка на торте: на местных пляжах водятся тюлени, и даже вдоль берегов натянуты памятки. Там объясняют, что делать, если ты внезапно встретишь тюленя. Как жаль, что нам они не встретились. Ну что ж, надеюсь, повезет в следующий раз. Итак, мы сегодня встали в 5:30 утра, потому что мы проснулись в Калининграде, а нам нужно было приехать уже к 7 утра в Янтарный, ехать примерно час. Но хочу сказать, что на самом деле здесь было абсолютно темно в 7 утра. Для того, чтобы нам начать съемку, пришлось ждать где-то до 8:30. Но, несмотря на это, в 8 часов утра спа-комплекс оказался уже просто полным. Здесь такая концепция, что максимум 12 человек могут одновременно находиться в комплексе. И уже в 8 утра эти 12 человек уже полностью заполнили спа. Вообще очень прикольно прийти в шубе на море, да, потом снять ее и пойти купаться в море. Я, честно говоря, даже не знала, что я осмелюсь это сделать, но у меня получилось. Итак, как же добраться до Янтарного? Точка отсчета — Москва. На машине до Янтарного можно добраться за 18 часов. На самолете до Калининграда доберешься за 2 часа, плюс еще около часа придется провести в машине до пляжа. Любители поездов проведут в дороге 20 часов, а затем еще 1 час в такси от ЖД вокзала Калининграда до Янтарного. Билет на самолет в обе стороны пути можно купить от 4000 рублей, плюс такси туда и обратно — это еще 4000. Билет на поезд в обе стороны из Москвы — 7000 рублей, плюс такси — 2000. Арендовать домик можно за 25 000 рублей за ночь при парном размещении. Недешево, конечно, но и виды того стоят. Пообедать в Веслах или в ближайшем
двухстороннем кафе можно всего за 1000 рублей, провести 1 час в спа 1875 рублей, ну и совершить визит можно, не арендуя дом. Ну и бесплатно здесь можно погулять у моря по лучшему пляжу страны и, если повезет, встретить тюленя. Все вместе выйдет от почти 36 тысяч рублей за 1 ночь и 1 день проживания. На этом все. В следующем выпуске я расскажу тебе, где в европейской части России живут племена и где рядом с ними можно пожить в футуристичном отеле в русской деревне. Подписывайся на канал и не пропусти. Планируй свой крутой уикенд вместе с нами.